Всем привет, уважаемые друзья, также подписчики моего канала. Если ты еще не подписался, то, пожалуйста, обязательно подпишись, чтобы не пропускать мои новые интереснейшие и крутые тесты. Также пишите в комментариях, обязательно и подписывайтесь, какие тесты дальше мне для вас снимать, что вам интересно. Итак, правило. 3-5 вопросов, уровень меньше среднего по данному тесту. 5-7 вопросов, средний уровень знаний. 7-9 вопросов высокий уровень знаний и 10 вопросов это наивысший уровень знаний. Поехали! Итак, вопрос под номером 1. Куда искал кратчайший путь Колумб, в результате открывший Америку? Мальдивы, Россия, Индия, либо же Китай? Колумб – испанский мореплаватель итальянского происхождения, в 1492 году открывший для европейцев новый свет. Колумб первым из достоверно известных путешественников пересек Атлантический океан в субтропической и тропической полосе северного полушария и первым из европейцев ходил в Карибском море и в Саргассовом море. Итак, переходим к вопросу под номером 2. Какой предмет снаряжения лошади, по поверью, приносит счастье? Седло, хомут, либо же подкова? Третий вопрос. Какой город в 1712 году стал столицей России? Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва, либо же город Вологда? В 1712-1714 годах столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург. В ходе Северной войны Россия получила выход к Балтийскому морю. Там был основан первый в России город, построенный по европейским канонам. В него была перенесена столица, так как этот город был ближе к Европе и производил лучшее впечатление на иностранцев. Также Петру I требовалась столица на морском побережье, чтобы гости из других стран могли приплыть к царю по морю, а не преодолевать опасную дорогу до Москвы. Перенос состоялся до формального присоединения земель к России по Ништадтскому договору. Итак, вопрос под номером 4. Какая столица у государства Аргентины? Монтевидео, Буэнос-Айрес, Сантьяго, либо же город Гавана? Буэнос-Айрес – город, столица Аргентины, административный, культурный и экономический центр страны и один из крупнейших городов Южной Америки. Расположен в центральной восточной части страны, на западном берегу крупнейшего залива Эстуария Рио-де-ла-Плата, являющегося продолжением устья второй по длине реки Южной Америки Параны. Переходим к вопросу под номером 5, середина теста. Итак, кто запатентовал телефон? Вернер Сименс, Томас Эдисон, Александр Белл, либо же Антонио Миуччи? Александр Белл – американский и канадский ученый, изобретатель и предприниматель шотландского происхождения, один из основоположников телефонии, основатель компании American Telephone and Telegraph Company, определивший все дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в США и во всем мире. Вопрос под номером 6. Сколько климатических зон у нас в России? 4, 2, 8 или же 6 климатических зон? В России насчитывается 8 зон природы. Зона арктической пустыни, тундра с лесотундрой, таежная зона, зона широколистных и смешанных лесов, степная и лесостепная зоны, пустыня и полупустыня. Вопрос под номером 7. Какая страна является самой закрытой в мире? Монголия, Ирак, КНДР, либо же Мексика? Корейская Народно-Демократическая Республика – государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Северная Корея, расположенная в северной части Корейского полуострова, имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге, Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке. С запада страна омывается Желтым морем, с востока – Японским морем. Переходим к вопросу под номером 8.
Какая цивилизация считается самой древней? Ацтекская, цивилизация майя, шумерская, тут первая буква неправильно, ничего страшного, либо же крито-минойская цивилизация. Древнее население Южной Месопотамии, говорившее на шумерском языке, с ними традиционно связывается возникновение цивилизации, появление письменности, первых городов и государств в Древней Месопотамии. 9 вопрос. Кто открыл закон всемирного тяготения после того, как увидел падающее яблоко? Пьер Кюри, Исаак Ньютон, Стивен Хокинг, либо же Никола Тесла. Исаак Ньютон – автор фундаментального труда математического начала натуральной философии, в котором он обнародовал законы движения и закон всемирного тяготения, сформировавшие господствующую научную точку зрения вплоть до появления общей теории относительности. Ньютон использовал свое математическое описание гравитации для строгого вывода эмпирических кеплеровских законов движения планет, а также для простроения научной теории приливов, прецессий равнодействий и других явлений. 10. Последний вопрос в данном тесте. Пишите в комментариях, сколько угадали. В какой стране валюта боливар? Перу, Венесуэла, Чили, либо же Эквадор? Уважаемые зрители, данный тест был организован с помощью вашей финансовой поддержки. Если вы хотите пожертвовать любую сумму на развитие данного канала, на развитие оборудования, на развитие каких-то более интересных тестов и контента для вас, можете это сделать по ссылочке в описании и первом закрепленном комментарии. Всем большое спасибо, продолжаем тест. Друзья, спасибо большое, что досмотрели данный ролик до конца. Я надеюсь, что вы напишите все-таки в комментариях, так как и вам, и мне, и всем нам интересно, сколько же кто набрал в данном тесте правильных ответов. Данный тест я делал немножко посложнее, я надеюсь, что он вам достаточно понравится. Делитесь этим видеороликом со своими родственниками, друзьями и так далее, чтобы посмотреть, насколько вы знаете правильных ответов в данном тесте и какие, возможно, надо улучшать показатели в себе и, возможно, мне что улучшать в роликах тоже можете написать. Какие вопросы добавить, что добавить и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все, чтобы тесты были самыми интересными, качественными, темы про кино, про спорт, все что угодно, ребят, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.